Вознесение. Что такое вознесение? Наша планета вошла в стадию становления звездой, подобной нашему Солнцу в Солнечной системе, и для того, чтобы выполнить эту главную духовную цель, все и все на Земле должны коллективно повысить вибрацию. Постепенное повышение вибрации называется вознесением. Вознесение является процессом, с помощью которого человечество, вместе с Матерью Землей, всеми видами жизни на Земле, царствами растений, животных и минералов духовно эволюционирует, и в процессе этой эволюции постепенно движется от трехмерной вибрации к пятимерной. Вознесение в нашем великом центральном Солнце связано с возрастанием вибрации формы, до тех пор, пока форма и душа не станут удерживать одинаковую вибрацию, а затем они сливаются, воссоединяются в качестве единого сознания. Данный процесс требует участия всех областей формы, чтобы каждый орган, ткань, клетка содействовали этой цели. Форма выстраивается душой по интегрированному узору эфирной энергетической решетки, которая соткана по специфической генетической светокопии. Положительный и отрицательный поток эфирной энергетической решетки работают совместно, поддерживая жизнь формы. В ходе вознесения, как положительный, так и отрицательные потоки энергии повышают свои вибрации в равных пропорциях, пока форма и душа не сольются в качестве единого сознания. Таким образом, вознесение осуществляет биологическую трансмутацию формы, пока она не станет одним целым с душой. В процессе вознесения ценны тело и душа, и они должны научиться работать вместе для выполнения своей духовной цели. Для повышения вибрации на нашей планете требуется генетическое изменение молекулярной структуры всех форм жизни, существующих на ней. Эта новая клеточная структура в действительности не нова, а является частью утраченного наследия Земли и человечества. Процесс вознесения состоит из серии осмыслений, проработок и испытаний, называемых духовными посвящениями, которые необходимо пройти, и после успешного прохождения каждого из них, посвящаемый синтезирует энергии более высоких вибраций, выходя на новый уровень существования в этих вибрациях. Таким образом, процесс вознесения представляет собой прохождение многих уровней посвящений, которые необходимо проработать через осознание, для достижения каждой ступени эволюции. Для восприятия более высоких вибраций, процесс вознесения предусматривает постепенное освобождение от привязок, привычек, стереотипов и шаблонов, основанных на страхе. Постепенно проходя посвящение, вибрация воплощения любой формы жизни повышается, внося свой вклад в общее повышение вибрации планеты. Процесс посвящений – это карта пути биологических трансмутаций, энергетических трансформаций, синтеза интеграций, глубинных качественных изменений, совершение которых позволяет воплощенному резонировать на вибрацию необусловленной любви и необусловленного принятия. В настоящее время существует небольшое число посвященных взрослых людей, осуществляющих сознательное преобразование в новую биологию, по своей внутренней структуре, именуемой кристаллической биологией. Представители взрослого населения, кто сознательно вмещает кристаллическое преобразование, и завершает свои персональные посвящения в течение ближайших десятилетий, делают это с целью пробуждения, обучения и реализации предназначенного человечеству Золотого века на Земле.
Опыт прохождения вознесения каждого человека будет уникальным и единственным в своем роде, так как каждый имеет свою генетическую память, память души о предыдущих жизнях, и персональные драмы, сопровождающие его на протяжении жизни. Те, кто в настоящее время значительно продвинулся по пути вознесения, делают это ради выполнения цели души на Земле и перехода на роль водителей человечества. По существу, требуется новая волна водителей, основывающих свои действия на необусловленной любви и необусловленном сотрудничестве, а не на страхе, насилии, соперничестве и иерархической власти. Необусловленное водительство будет необходимо во всех сферах жизни. Оно осуществит реконструкцию человеческой цивилизации на основе единства и необусловленной любви. К настоящему моменту все виды, кроме человека, выбрали вознесение. К ним относятся все и царства растений, все и царства животных, все минеральные царства. Если человечество сознательно не выберет вознесение, большие группы населения будут болеть и умирать. Человечество сейчас должно двигаться вперед, иначе гуманоидный вид отстанет. Стремление к вознесению сейчас должно приниматься ежедневно. Это станет естественным результатом повышения вибрации на поверхности Земли. Каждый день приносит новый сегмент биологической, эмоциональной и энергетической трансмутации. В ежедневном стремлении к вознесению, человек день за днем движется вперед, изменяя свою молекулярную структуру формы таким образом, что она может выдерживать возрастающую планетарную вибрацию, для того, чтобы идти в ногу с вознесением Земли. Биологическое вознесение несет перестройку текущей клеточной структуры таким образом, что каждая клетка способна удерживать постепенно увеличивающуюся вибрацию. Вознесение – это трудоемкий внутренний процесс. Это духовный выбор, вызывающий огромную перемену в жизни. Он не каждому по силам, и встающие на этот путь знают в своем сердце, что в их инкарнации нет другой альтернативы. В ваших современных метафизических концепциях многие полагают, что вознесение носит магический характер, приходит некий спаситель, и человеческая форма, неожиданно, бах, и оказывается в следующем измерении. И всего-то. Что ж, хотя это и прекрасный вымысел, дело обстоит не так. Все по-другому. Вознесение Земли, так же, как и людей, происходит вследствие биологической и энергетической трансмутации каждого тела, каждой биологической клетки. Намерение вознестись приносит ежедневное повышение частот вибрации. Эти изменения носят не только биологический, но и энергетический характер. Поэтому, при выражении каждый день намерения вознестись, высвобождается старый слой плотности в эфирном плане, и интегрируется новый слой с более высокой частотой. Подобные изменения на биологическом уровне выражаются в переходе определенных клеток в кристаллическую структуру, или восстановлении биологии, вмещающей в физической форме распад и шрамовые ткани. Некоторые дни, недели, будут тяжелыми. Трудные дни называются кризисами. Это результат детоксикации, высвобождения, очищения и трансформации крайне диссонирующей плотной вибрации. При выходе из диссонирующей вибрации, с целью ее трансформации вы можете ощущать подавленность, депрессию, или даже симптомы острых респираторных заболеваний. Знаете, что такие дни и недели являются частью процесса, и проходящие, если вознесение продолжается непрерывно.
Вознесение – непрерывный процесс. Каждый возносящийся посвящаемый научится управлять своим вознесением. Когда мы говорим о мастерстве, то имеем в виду, что посвящаемый будет интегрировать выбор вознесения в повседневную жизнь, не давая жизненным ситуациям мешать этому. Приятие крупных перемен часто позволяет совершить более значительные скачки повышения частот вибрации. Чем значительнее перемена в жизни посвящаемого, тем значительнее показатель смены уровня вибраций. Таким образом, возносящийся – это не тот, кто стремится волшебным образом переместиться в мир единства в течение суток. Такая перестройка будет постепенным процессом. Гармония и единство охватываются понемногу, когда осуществляется процесс глубочайшего осмысления, глубочайшего интроспективного синтеза, интеграции, анализа и уроков своего личного жизненного пути, своих предков, всего человечества. Этот процесс называется трансмутацией стереотипов, кармы, войн, боли, страданий, разрушений, всех самых глубинных и скрытых ран всей вашей длинной родословной. Есть два типа вознесения, которые исторически происходили на Земле в рамках человеческой грезы. Первая форма вознесения ведет к развитию четырехмерной, кристаллической биологии, и далее, к реальному вознесению в следующее, пятое измерение. Вторая ведет к наращиванию энергетического потенциала, повышению темпов роста постоянно увеличивающегося нефизического поля, которое раздувает душа, действующая вне возносящейся формы, и предназначающая физическую форму для разрушения. Эта форма вознесения является ложным вознесением. Ложное вознесение в пределах крайней полярности – это результат накапливания энергетического потенциала тела света, сформированного за счет поглощения движущихся потоков энергии, полученных от других существ, полей, пространств, и соединения таковых в один поток, который подобен пестрой нескладной мозаике, чтобы поддерживать вибрацию души в вышестоящем измерении. Форму вознесения подобного рода – не настоящее вознесение, ибо вокруг истинного вознесения нет ничего, что было бы связано с лишением других существ и творений, движущегося потока энергии, чтобы на их базе самим приобрести возможность возрастать в вибрации. Данное обстоятельство позволяло разрушать одни творения, чтобы поддерживать жизнь других. Реальное вознесение происходит в трансмутации и понимании духовных уроков. Трансмутация совершается применением тонов творения к вашей плотности, чтобы осознать внутренние духовные уроки, изучить их, а затем при всем положении дел простить эти реалии. В акте прощения плотность рассеивается, так как мыслеформа, которая постоянно удерживала плотность, стереотипы, программы, установки, больше не является вашей мыслеформой, ибо вы преодолели ее. Истинное вознесение предусматривает высвобождение стереотипов кармических программ через прощение. При этом вы становитесь свободными от любых прежних долгов, позволяя себе продвигаться домой. Ложное же вознесение фактически является накачиванием энергетического потенциала за счет разрушения и поглощения иных форм творения, и является по сути мыслеформой разрушения, уничтожения. Таковое равносильно причинению вреда, поскольку приводит к разрушению многие творения, чтобы возноситься самому. У тьмы свои планы на использование таких вознесений, поэтому люди, осуществлявшие неполное вознесение,
не ориентировались на полное физическое вознесение, а лишь стремились наращивать энергетику поля, оставляя свое бессознательное неинтегрированным. И поэтому, именно такие формы вознесения привели миллионы людей к объединению в ложное групповое тело света, которое в недалеком прошлом разрушало наш солнечный энергетический поток. Те, кто отказались от внутренней работы за полное физическое вознесение, совершили сделку с тьмой. Согласно данной сделке, тьма не преследует таких людей. Увы, при таких условиях, люди лишь приводят себя к тому, чтобы быть предоставленными бессознательному вреду, и быть использованными тьмой для разрушения в отношениях с другими, а это приводит на долгом пути к всеобщему краху и невозможности восхождения. Вред стал основой, на котором подавляющее число форм жизни, гуманоиды, планеты и звезды, строили отношения друг с другом. Дошло до того, что как планеты и звезды, так и гуманоиды возносились только путем лжи, инверсий и обмана. При этом вред, разрушение, стал повсеместной, устойчивой и привычной энергетической динамикой, посредством которой все устанавливали взаимоотношения друг с другом. Беззаконие возобладало во всей динамике звезд вне Великого Центрального Солнца, и в частности, ниже 72-го измерения. Для человечества и Земли это не принесло ничего хорошего, а лишь привело к точке и состоянию, в которых человечество пребывает в настоящее время. Сегодня люди помнят так мало, что забыли, что живут в конце временного цикла, и что пришло время возноситься. Поскольку Земля была задумана быть консенсусом грязящих существ, созидающих вместе для претворения в жизнь видения, которое должно было создаваться сообща, каждый посвященный, совершая свое персональное вознесение, осуществляет помощь всем видам жизни на Земле, тем самым внося свой вклад в пробуждение человечества и вознесение Земли, как единого консенсуса согласованной реальности. Существует много человеческих концепций относительно того, почему происходит вырождение растительных культур и вымирание животных. Эти царства завершают свою карму с человечеством. Почему происходит так много насилия и человеческих смертей? Человечество завершает свою карму с Землей. Происходит уравновешивание соответствующих переживаний. Для того, чтобы все мы, возлюбленные, пробудились и получили возможность пойти домой. Имеется ли какой-нибудь другой путь, чтобы очистить вашу человеческую реальность, минуя такое завершение? Нет, возлюбленные, не существует никакого другого пути. Однако, после каждого инцидента, и в частности, со смертельным исходом, каждый человек восстанавливает память. Люди вспоминают, какой урок должен был быть изучен, и какая очередная страничка жизни должна быть закрыта, и, пробуждаясь к пониманию, воспринимает большую часть картины Вознесения, которая когда-то давно была полностью согласованной. Ибо при оригинальном отборе красного человеческого рода с Сириуса на Землю, человечество согласовывалось вознестись вместе с Землей. Вознесение стало возможным для человечества и Земли в результате вмешательства Бога, богини, всего что есть. Аспекты Бога, богини, всего что есть осуществили это, предоставив схему биологического вознесения всех видов. Так что теперь у Земли и человечества есть возможность коллективного вознесения. Осуществление планетарного вознесения, тем не менее, требует, чтобы к физической манифестации этого стремилось каждое живое существо.
Почему Бог, богиня, исток всего, что есть, вмешалась в процесс вознесения Земли? Деструктивные души на протяжении множества ионов лет не прекращали разрушать аспекты нашего творения и самого истока. Исток нашего творения дал понятие таким душам, как недуши. Разрушительные недуши упорно продолжают уничтожать аспекты единого истока уже после того, как многие творения пришли к вымиранию. Такие разрушительные сущности всегда используют одни и те же навыки и способы, что отработали по отношению к каждому разрушенному творению. Поскольку границы собственных творений нашего Тао пришли к большому искажению, разрушению, и оказались неспособными к восхождению домой, Тао, Бог, богиня, все что есть, начал собственные исследования и отслеживание, почему реальность разворачивалась таким образом. В процессе исследования, наше небольшое творение вместе с Землей раскрылось как пространство, пригодное для начала и такого исследования, и вмешательства. Почему? Потому что подобное погружение в условия крайней полярности в нашем секторе творения является беспрецедентным и уникальным опытом для нашего творения. Третье измерение имеет такие медленные вибрации, что искажения, дисбаланс и дисгармония легко наблюдаются, обнаруживаются, и таким образом проявляется возможность для детального, глубокого анализа и корректировки процессов эволюции в энергетической системе. Аналогичные искажения, дисбаланс и дисгармония существуют во всех измерениях, но так как они вибрируют быстрее, искажения часто остаются незамеченными. Хорошим примером может служить раскадровка, демонстрация фильма отдельными кадрами, когда легко рассмотреть каждый кадр и увидеть детали неполадки, которые не видны, если пленка движется с быстрой скоростью. Те, кто развивает практику вознесения, должен знать, что каждая живая частица внутри любого творения записывает все случаи, когда-либо произошедшие в этом творении. В наши клеточные структуры вписано не только все, что когда-либо произошло на Земле, но и во всем нашем творении целиком. Земля также хранит записи не только собственного опыта, но и развития знаний за пределами Великого Центрального Солнца, а также времен своего пребывания внутри Солнца, и времен пребывания в Тао, а также того, как она была отброшена в свое настоящее время. Таким образом, когда в ходе вознесения, клеточная структура человечества будет восстановлена и исцелена, вместе с человечеством может быть восстановлено и исцелено в своем продвижении все наше творение. Когда в ходе вознесения, в человеческой форме будет осознано искажение, вызвавшее погружением в крайнюю полярность, параллельные искажения в нашем творении, параллельных творениях, и едином все вездесущем, повлекшее падение творений, исцеляться одновременно, и когда коллективное человечество, войдя в вибрации пятого измерения, восстановит связь со своим истоком, неся в себе осознание опыта отделения от своего истока, то исток осознает отделение от истока нашего творения, и исток нашего творения осознает свое отделение от своего истока, единого все вездесущего. Следовательно, в восхождении человечества и Земли проявились бы ключи для восстановления целого, как нашего творения, так и других творений, что оказалось бы полезным и практичным для всех, на всех измерениях реальности. Вот почему практика вознесения Земли, человечества и всех видов на Земле считается такой важной и так внимательно наблюдается из других творений, галактик и измерений.
Мы призываем, чтобы в человеческой форме проявилось больше зрелых духовных посвященных. Люди предрасположены ощущать себя обессильными и больше полагаться на силу инопланетных друзей, силы света, внешнего Бога, которые должны прийти, чтобы спасти их. В такой ситуации дезориентированные люди жалуются, что за бардак, куда смотрит Бог, как он все это мог допустить, как Бог допустил все эти безобразия. Избавь меня, спаси меня, сохрани меня, забери меня домой. Возлюбленные, никто не может спасти вас от самих же вас, кроме вас самих. Во внешнем мире не существует Спасителя. Спаситель внутри вас. Нужно хотеть преодолевать себя, через намерение вознестись. Никто не может вознести другого. Для вознесения, никто не может за вас выучить духовные жизненные уроки, получить необходимые знания и опыт за другого. Никто не может совершить сражение с вашими внутренними демонами за вас. Каждый вид, каждый человек должны совершать собственную битву. Каждый должен поднимать себя из боли, страдания, депрессии, тоски, болезни, войн, ненависти, жестокости, высокомерия, гордыни, бедности и нехватки, мучивших человечество в этой жизни и миллиардах других жизней. Каждый выигрывает свои сражения и будущее вхождение в Великое Центральное Солнце. И для этого время сейчас более подходящее, чем когда-либо ранее. Возлюбленные, каждого из нас ждут наши собственные битвы и наши собственные победы и поражения. И здесь и сейчас никто из нас уже не сможет устраниться, сказав себе, что это не моя война, ибо она происходит на наших внутренних планах. Пришло время покончить с войной, нескончаемой болью, страданиями человечества и многих живых существ на планете Земля. И мы должны сделать этот выбор. Вознесение гуманоидного вида требует, чтобы каждое человеческое существо вознесло свою форму и приняло сознательное решение продвигаться по своему духовному пути. Возносящейся Земле необходимо, чтобы каждое живое существо на ней возносилось вместе с ней. В намерении совершить полное вознесение открываются архивы памяти, необходимые для вознесения, решения ваших задач, уроков, необходимого осмысления, и можно будет решать эти задачи и восстанавливать у себя кристаллическую генетическую светокопию. Когда гуманоиды возносятся, поле ауры каждого непрерывно расширяется и охватывает всю планету. В этом случае, их поле может воздействовать на планету своей мыслеформой. Это означает, что планетарное поле возносящихся гуманоидов может нести мир, гармонию и оказывать планетарное влияние своими мыслями. Когда достаточное число людей будет возноситься, неся мир, необусловленную любовь, сострадание, единство и радость, соответствующим образом сможет перестроиться и человеческая цивилизация. Для этого необходим минимум достигших состояния бодхисаттвы в форме, что составляет 1% населения, около 65 миллионов человек. Это потребует также, чтобы 65 миллионов бодхисаттв совместно несли необусловленный мир, необусловленную гармонию, необусловленное единство, необусловленную любовь, необусловленное сострадание. Ваше персональное вознесение позволит форме держать темп восхождения, вместо болезни и смерти, разрушения. Такой выбор поможет также Матери Земле в ее вознесении. И раз так, возможно, это наибольший дар,
который каждый человек может принести Земле в этот момент истории. Величайший подарок, который каждый человек может сделать всему человечеству и Земле в данное время, это принять решение о вознесении. Стремясь к вознесению, вы обретаете возможность очистить собственную генетическую карму разрушительной природы. Вы можете сказать: «Я не разрушитель». Несомненно, вы разрушитель. Потому что иначе, человеческий опыт на Земле был бы свободен от любых форм разрушения, поскольку в любом явлении, созданном человечеством, отражается состояние бытия каждого человека. Если больше не должно быть разрушения или войн, требуется генетическая убежденность в необходимости трансмутации такого опыта в каждой человеческой форме, включая самого себя. Преодолевая и интегрируя свое бессознательное разрушение, вы освободитесь от воздействия распространенных энергетических паразитов, скрывающих свой истинный облик за пеленой иллюзий любви и заботы, выдающих себя за силы света, манипулирующих людьми, человечеством, и обкрадывающих вашу энергетику. Весь путь вознесения строится на законах непричинения вреда, не только непричинения вреда другим в своих действиях, чувствах и мыслях на сознательном, подсознательном и бессознательном планах, но и непозволения другим причинять какой-либо вред себе. Время пришло, и нам всем открыт путь к достижению истинной свободы, внутренней целостности, гармонии и необусловленной любви. Этот путь внутри вас. Истинная свобода находится не вовне, а внутри. Мы обращаемся к вам с просьбой поделиться этой информацией с теми, кто для нее открыт. Только через объединение многих, стремящихся сейчас к вознесению, можно осуществить массовое пробуждение сознания человечества. Для посвященных, прокладывающих путь, время имеет существенное значение. Они не должны медлить. Так мало времени для составления карты пути, чтобы человечество не упустило возможность для более массового пробуждения. Это требует, чтобы те, кто сердцем осознает, что в этом состоит их роль, подвигались вперед и возносились. Мы приглашаем сознание каждого человека сделать свой выбор в пользу вознесения. Вознесение будет постепенным процессом, и на каждого из вас распространяется приглашение сыграть свою роль. Примите решение своего собственного индивидуального выбора вознесения, восхождения, возвращения домой. Возлюбленные, мы возвращаемся домой.